Привет, 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 песеры, с вами Морж. Продолжаем говорить про подготовку к 22 части, каких игроков стоит брать, какие игроки по-хорошему, чтобы были у вас в составах из обычных. Я уже рассказал, что обычные игроки у нас переносятся, мы получаем сразу для них контракт на 365 дней, по крайней мере с этим геморроя не будет. Как будет с контрактом легенд, мы не знаем, то есть легенды переносятся, но они будут без контракта, и нам за них ничего не дадут. За икоников дадут по одному контракту за каждого иконика на 60 дней. Опять же, 60 дней это не так много, а контракты я показывал, стоят 25 тысяч eFootball поинтов, которые непонятно как брать, поэтому нужно сейчас обсуждать в первую очередь обычных игроков. Чем я с вами и хочу заняться. В принципе, сейчас можно обычных игроков получить из драфтбокса, можно получить при помощи обмена, можно получить при помощи крафта. И каких игроков стоило бы брать? Ну, наверное, самых дорогих, сказали бы вы, но я бы сказал, что не всегда на самом деле это работает. Давайте начнем с нападения. Центральный нападающий у нас Левандовский, самая дорогая карточка в игре, 1 200 000 она стоит на позиции центральный нападающий. Что хочется здесь сказать? Смотрите, у него 17 уровней прокачки, то есть 16 уровней он прокачает и 16 на 2, 32 очка увеличения получит. При том, что у него ускорение 68, нормальное ускорение здесь вытянуть не получится. А реально в 22 части, ребят, просто роляют игроки, которые классно ускоряются и классно бегут. Защита просто за ними не успевает, и дальше там делать нехрен. То есть, да, центральному нападающему нам нужно классное умение атаковать, классная реализация, классная скорость и классное ускорение. Поэтому, несмотря на то, что Левандовский самая дорогая карточка в нашей игре, вот то, что я сейчас вижу по геймплею, собственно, я бы на самом деле его не брал. Понятно, если у вас есть выбор, там, 2, 3, 4 игрока из этих взять, то, конечно, можно брать. Но если у вас, допустим, выбор одного игрока, то я бы останавливался, само собой, на Мбаппе. Он имеет 22 уровня прокачки, то есть 21 уровень прокачается, ну, первый уровень у него стандартный, и получит он 42 очка поднятия статов. Тут изначально у нас 84 скорость, 84 ускорения, так что достаточно дешево, мы за 90 спокойной скорость ускорения угоняем, умение атаковать аналогично, и эта карточка будет действительно хороша. Мбаппе крайне редко сейчас встречаю в составах, мало кто его брал, потому что реально стоит дорого, но нам с мобилок при переходе будет легче, поэтому Мбаппе должен быть у вас в составе, я уверен, в 22 части он будет просто неимоверно нагибать. Далее есть у нас Криро, чуть меньше, чем за 500 000. Понятно, что уже 36 лет, 72 ускорения, 74 скорости, беда, печалька, но при этом умение атаковать и реализация вполне себе неплохи. Имеет 19 уровней всего, то есть 18 уровней на 2, это у нас 36 статов он будет иметь на подъеме. Тоже слишком прям в бегунка вы его не раскачаете, но тем не менее это будет хороший форвард с хорошей реализацией, ну и в принципе достаточно неплохой силой удара. Роналду хвалят, но все-таки, я говорю, если из этой пятерки выбирать, я бы останавливался на Мбаппе. Далее Бензема сейчас у нас просто на слуху везде, классно очень проводит этот сезон. Тут, кстати, он получил стиль оттягивающийся форвард, я не совсем вообще понимаю, это отвлекающий, судя по всему, который был раньше. Само собой, не слишком хорошая скорость и ускорение, при этом классное умение атаковать и классная реализация. Имеет 22 уровня прокачки, то есть 42 стата он будет иметь на полной прокачке, которую можно будет раскидать. Опять же, особо в скорость его прокачать не получится, но если ваш выбор контроль мяча, то стоило бы его иметь. Ну и замыкает пятерочку у нас Эрлинг Холланд. Я его брал на основном аккаунте, вы знаете, тут изначально классная скорость, но очень хреновое ускорение 69. И при этом 25 уровней он имеет всего, то есть 24 уровня он прокачает и получит 48 статов. Но я вам скажу, что ускорение здесь все равно выгнать хорошо не получится, но где-то до 80 выйдет, больше вряд ли получится. Плюс не самое хорошее умение атаковать для рейтинга 85, всего лишь 79. Тем не менее, если вы любите рослых нападающих и готовы достаточно много очков прокачки потратить именно в ускорение, то этот парень будет вполне себе неплох. Давайте дальше глянем у нас правых нападающих и левых нападающих. И на этом будем выпуск по нападению заканчивать. Я понимаю, что сейчас стоит писать не слишком большие выпуски, чтобы вы не уставали. Итак, 1 100 000 у нас здесь самый дорогой игрок. Это Месси и Салах. Салах, сразу говорю, советую, классная скорость ускорения, классное умение атаковать, классная реализация, короче, действительно, именно как атакующий правый нападающий, он будет прям хорош. Плюс классный стиль смещения с фланга, 19 уровней у него всего, 18 уровней, то есть будет на прокачку, это 36 статов. Аналогично ускорение и умение атаковать можно за 90 будет выгнать, и это будет очень даже ок. Далее Месси, старичок Месси, которому уже 34 года, здесь вообще беда, печаль с мобильностью, но при этом
классные показатели дриблинга, удержания, паса низом, паса навесом, реализация, умение атаковать хорошо. В целом, если вы сможете придерживаться стиля именно микроконтроля мяча, то Месси вам подойдет. Но, опять же, бегунок из него вообще уже никакущий. И с этим придется считаться. Отдельно стоит выделить выносливость 66, которая прям ужасна. 21 уровень у него всего, то есть 20 уровней прокачается, 40 статов еще можно будет раскидать. Да, ускорение можно будет выгнать на неплохие показатели, где-нибудь там под 88, но вот скорость выгонять будет очень даже сложно. Тут все зависит, конечно же, от вашего стиля игры. Далее у нас Гнабри. Гнабри на правом нападающем. Отличное ускорение, неплохая скорость. Ну, конечно же, умение атаковать, дриблинг, удержание, пасы. Тут с Месси он не конкурент. Тем не менее, этот парень бежит. Часто вижу его в составах. 26 уровней у него будет прокачки, 25 уровней он прокачает. То есть 50 статов можно будет раскидать. В принципе, вполне себе путевая карточка. Тоже рекомендую вам иметь его в составе. Следующий у нас Морес. Средненькие показатели и скорости, и ускорения, но при этом достаточно неплохие показатели дриблинга. 26 уровней всего, 25 на прокачку, то есть 50 статов можно будет раскидать. В принципе, можно сделать, ну, такого средненького бегунка с неплохим, в принципе, ну, до 80 можно будет догнать и умение атаковать, и реализацию, вот по той системе, как у нас сейчас происходит прокачка игроков. Вполне неплохо, вполне неплохо. Ну и Кьеза, 260 тысяч он стоит, он у нас из Ювентуса, имеет сразу классные показатели скорости и ускорения 80 и 81, но при этом не слишком хорошее умение атаковать и реализацию, как и пасы. Тут вопрос, конечно, к тому, как вы будете его прокачивать. 29 уровней у него всего, то есть 28 уйдет на прокачку, это 56 навыков, и тут его можно будет вкачать либо в умение атаковать и реализацию, прям жестко сделать из него завершителя, либо вкачать в пас низом и пас навесом и сделать из него подыгрывающего. Тем не менее, бежать вперед будет, выносливость относительно неплохая, баланс тоже кое-какой присутствует, парень вполне себе неплох. Левые нападающие, что у нас здесь? Значит, самый дорогой у нас 490 тысяч, это Неймарчик, со стилем креативный плеймейкер, классным ускорением, средненькой скоростью, да и в принципе, вот если смотреть на умение атаковать, реализацию, тоже тут ничего особо впечатлительного, но при этом классные показатели контроля, дриблинга, удержания и паса низом. 19 уровней всего, 18 уровней на прокачку, то есть 36 статов можно будет раскидать. Выносливость тоже хреновая, в принципе, как и у Месси, это стоит отметить. Опять же, игрок чисто под микроконтроль, быстрые пасы, вот, и обыгрыш 1 в 1, который, кстати, стал гораздо легче в 22-й части из-за того, что защитники звездец какие тупые. Мане, вот это мой выбор на эту позицию, шикарнейшие показатели скорости и ускорения с первого же уровня, 23 уровня прокачки, то есть 22 уйдут на статы, это 44 стата, здесь спокойно ускорение и скорость до 95 догоняется вообще без проблем. В принципе, неплохое умение атаковать, реализация, конечно, немножко хромает, дриблинга такого, как от Неймара и Месси, вы, естественно, здесь не дождетесь, но при этом у него классная выносливость и очень даже классный баланс. Парень действительно топовый, Мане советую, чтобы у вас на начале 22-й части был в составе. Далее у нас Инсинья. Тут сказать что-то вообще достаточно сложно. Вот вроде везде такие относительно средние показатели. И бежать будет, и баланс присутствует. 26 уровней прокачки, то есть 50 статов у нас будет на раскидать. И вроде и выносливость есть, вроде умение атаковать какое-то есть, и реализация. Тут опять же ситуация, смотря в кого вы будете его вкачивать. Можно хорошо вкачать в пас низом, в пас навесом, то есть именно подыгрывающего. Можно хорошо влиться в завершителя. Тут каждый будет решать сам за себя, но я все-таки буду топить за Мане. Ну и Сане и Стерлинг у нас еще остается, да, если 5 брать игроков. Сане аналогично, классная скорость и ускорение, но тут тоже беда с выносливостью, и с этим приходится считаться, то есть Мане на его фоне выглядит гораздо лучше. При этом хреновый корпус, хреновейшее умение атаковать, хреновая реализация, но при этом и хорошие достаточно показатели дриблинга. Опять же, можно его жестко втопить в бегунка, а вот в реализатора я бы его особо не втапливал. Даже при том, что у него 25 уровней всего, 24 уйдет на прокачку, это 48 статов. Хорошее умение атаковать, ну, где-то до 80 можно будет догнать, как и реализацию. Но 80 все равно как-то маловато, мне кажется, Мане смотрится поинтереснее. И Рахим Стерлинг, еще один бегуночек с классными показателями скорости, ускорения и баланса. В принципе, и выносливость какая есть, и реализация. А вот пас низом и пас
навесом не завезли. Вот его бы я вкачивал именно в завершителя, то есть качал бы ему умение атаковать, реализацию, скоростью и ускорение. 26 навыков он имеет, точнее 26 уровней он имеет, 25 идет на прокачку, 50 навыков можно будет раскидать. Тоже карточка вполне хороша, часто встречаю его в онлайне, очень даже жжет жопы. Ну и давайте, последние у нас оттянутые форварды. Оттянутые форварды, мало кто ими пользуется, если честно. Тут у нас есть Дибала, Мюллер, Гризман, Ильчич и Хаверц. И, честное слово, я бы, на самом деле, никого из них особо не брал. Вот. Ну, то есть, типа, если они будут, конечно, хорошо, но здесь вот по 22 части могу вам сказать, что оттянутый форвард реально ведет себя как центральный нападающий, я вообще какой-то особой разницы не нашел. Ну, вот, Дибала у нас креативный плеймейкер, в принципе, можно его вкачать в пас, 22 уровня всего, 21 идет на прокачку, вкачать в пас и чисто в подыгрыш. Томас Мюллер тут скорее нужно будет вкачивать именно в завершение, потому что умение атаковать 86, реализация 78 для его рейтинга 82 на первом уровне очень даже хороши, плюс 22 уровня прокачается, 44 стата, но скорости ускорения, конечно, здесь не будет от слова совсем. Гризи. Все у нас на середнячке, опять же такой многоплановый форвард, сами можете решать, куда его вкачивать. Далее Ильчич, креативный плеймейкер, и тут у нас, ну, скорее стоит вкачивать в пас низом и пас навесом, тоже такой именно подыгрывающий вариант. Ну и Хаверц, классные показатели роста, но хреновые показатели ускорения и корпуса, это, кстати, достаточно странно. Как вы видите, 80-х здесь вообще нет, тоже аналогично, очень средние показатели, каждый сам выбирает. В умении атаковать его, качать и в реализацию, либо же качать его в пас. Ну, при том, что у него стиль атакующий полузащитник, наверное, все-таки нужно на среднем уровне прокачать и то, и то. То есть он уметь должен, в принципе, все. Вот такие у нас нападающие, пятерочки по основным позициям, левый, правый, центральный и оттянутый форвард. Вот этих ребят я вам советую иметь в составе на старт 22 части мобильной версии. Вот, потому что пока мы еще не знаем, как все это дело будет с контрактами, и пусть лучше эти люди у вас будут. Если считать реально лучше, ну, для меня, по крайней мере, нападение, если брать левый нападающий, правый нападающий и центральный нападающий, то слева Мане, справа Салах и в центре Мбаппе. Вот такая вот троечка. Если ролик хорошо зайдет, будет от вас большое количество комментариев и лайков, поговорим про полузащиту. А на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.